привет. Сегодня у нас в каком-то смысле эксклюзивчик, если можно это так назвать. Коробка от бренда Freedom Model Kits под длинным многословным названием. Ну, самое крупное слово здесь это CM34 TICV. Бронетранспортер. Ну, а если полное название, то значит артикул 15107 ROCA Rocket Cloud от Leopard CM34 Тайвань Infantry Combat Vehicle с 30-мм автоматической пушкой. И еще там строчка на иероглифах, и по-английски написано учение Хан Куанг по версии 2019 года. В общем, куча слов. Но на самом деле производитель, понятное дело, мне лично абсолютно неизвестен. Тайваньский производитель, в принципе, тайваньский БТР, тайваньский производитель моделей. Вроде как, по каким-то сведениям обрывочным из интернета, вроде как он носил раньше наименование Hero, а теперь Freedom Model Kit стал. Ну, короче говоря, модельные наборы свободы такие. Тайваньский набор, короче говоря. Кто забыл, Тайвань — это такой маленький остров, официально Китайская республика. Не путать с Китайской Народно-Демократической Республикой, то есть материком Китаем, то есть маленький остров, который все время в контр с Большим Китаем, потому что разошлись они еще в середине 20 века где-то по причине гражданской войны, и теперь все время эти терки у нас по телеканалам в первых строчках по многим причинам, потому что Китай так или иначе все время слегка намекает, что он хочет, собственно, Китай вернуть, так сказать, в лоно коммунистической партии. Ну да ладно, но ему пока это не удается. Так вот, на Тайване много чего делают, в том числе вот делают и пластиковые модели. Кстати говоря, и до этого были тайваньские бренды, по-моему, ну вот я не помню, Dragon, по-моему, гонконгский был, но были какие-то тайваньские модельные бренды, я сейчас забыл, может быть, Border, может еще кто-то. Ну, вот конкретно это мне неизвестен, да, и прототип, это вот БТРчик, вот эта автоматическая пушка, это вот такой чисто тайваньская машинка, которая на Тайване где-то в середине 2000-х разработали как вот единый БТР для тайваньской армии. Собственно, вот конкретно вот это слово «рока», оно и расшифровывается, собственно, как тайваньская армия. Ну и прозвище «Дымчатый леопард». И, соответственно, у них был еще другой БТР до этой, по-моему, который какой-то там тоже был леопард, но он не удался. Вот они сделали следующую версию 734. На самом деле, производитель несколько наборов выпускает в этой линейке, то есть на этом пластике с вариациями. Там есть автоматическая пушка, есть без пушки, там еще каких-то несколько вариантов машин на разные года. Вот конкретно вот такой мне пал выбор. Это машина, судя по всему, с какими-то конкретными прототипами или прототипом с каких-то учений тайваньской армии. Вот, видимо, вместо боксарта здесь как раз, судя по всему, фотка с этих учений. Собственно, написано Limited Edition. Так, ну вот говоря, тайваньский наборчик, интересно посмотреть, что они там, собственно, делают. Что на боковиках у бронетранспортера, как раз мы видим две фотки, соответственно, фотка, собственно, с учений прототипа, видим в бежевом пустынном камуфляже, подписано это, что 19-й год, и такой же бронетранспортер с пушкой, но уже типа стандартном камуфляже, серийный написано. То есть видим, что пиксельно, такой крупнопиксельный камуфляж, и вот немножко по содержимому набора, но тут не полное содержимое, как у Такма, например, а отдельно они тут подчеркивают моменты. В частности, показывают, что фототравло есть, куда оно ставится, так очень мелко, декалька, открываются люки у нас показаны, и вот, собственно, 3 платки целых идет. Но это не все еще, на самом деле, 3 платки не все. На другом боковике, опять же, проекции тех же двух вариантов окраски, только боковые, и видим, что в дополнение они вот нам предлагают где-то поискать экипаж из 3 человек и какую-то целую барашовку по этот их 7. Ну, кстати, тут какой-то 7.33, а у нас 7.34, я уже не помню, чем они отличаются. Вот это, собственно, что по внешней части коробки. Давайте сразу, чтобы не тянуть, заглядывать внутрь. Что у нас внутри, значит? Пластик. Так, пакеты, если что, вскрыты. Вскрыты они мной, так что это они не производителем вскрывались. Просто я уже скрывал. Резиноподобный пластик колеса. Прозрачный пластик, его довольно-таки много, и он есть в наборе, да. Пакеты с литниками, ну, литники
либо попарно упакованы одинаковые, либо вот каждый литник в отдельном пакете. Опять же, что сразу плюс. Так. Помимо пластика, значит, идет инструкция и цветная вкладка по окраске, как мы видим, они полноцветные. И последний пакетик, скажем так, с дополнениями. Ну, это отдельно посмотрим. Тут можно увидеть траву, полимерные поликэпсы и даже еще кое-какие детальки из смолы. Ну и, соответственно, там еще что-то посмотрим, декалька. Вот. Давайте по порядку. Как обычно, как водится с бумажной части, с инструкцией, она полноцветная. Опять же, вот еще раз написано название, масштаб, условное обозначение. Ну, в общем говоря, как производитель как бы для меня незнакомый, тип инструкции, у него подход к инструкциям немножко свой. Все по-своему, видно, что раскладка литников здесь же, и полностью все содержимое перечисляется. То есть все платки показаны как раз смоляные детали в комплекте, показаны прозрачный пластик, поликэпы, декалька и так далее. Ну вот кое-какие детальки вот не используются, видимо на другие версии только бронетранспортера подходят. И сразу начинается сборка. Сборка вот такая вот, опять же, вся бумага глянцевая. Ну, сборка такая, то есть не знаю, что мне напоминает инструкция. Она такая частично может быть на ревеловскую, частично на что-то еще похоже. Ну, как бы не такая может быть толстенькая и длинная, как у Такома, где очень мало деталек на каждом шаге. Но, с другой стороны, тоже все видно, все хорошо пропечатано. Видим, что активно используются, по-звездовски активно используются подсборки по ходовой. Вот видно, что они тут собираются все. Видно, что сразу и колеса с дисками, с поликэпами у нас, колеса вращающиеся, и теоретически их можно снимать, там для окраски ставить. Значит, тут, я так понимаю, уже и люк сразу у нас в мехвода появляется с прозрачными деталями, тут какими-то пояснениями тонкими, ну, это с этим разбираться надо. Значит, верхняя часть корпуса видно, что сразу же говорится и фототравление, оно обозначено, в принципе, аналогично, как это все производители делают. Помечается сразу, что травление приклеивает на цианкрилатный клей. Тоже, в принципе, кто не знает. Задняя стенка, я так понимаю. Нет, не задняя, это лобовая деталь собирается. Ну, детали вот осветительных приборов тут. Ну, кстати, вот фототравление на осветительных приборах, решетках ограждений не используется. Уж не знаю, насколько они там уж копийной толщины будут, не знаю. Ну, вот фототравление зато решеточек, каких-то мелких элементов тут есть. Вот видно, что есть два достаточно заметных зеркала заднего вида на правом борту, я так понимаю, ставятся. Но, кстати говоря, из минусов можно назвать, что имитации зеркал в наборе нет. Вот, например, да, чем звезда обыграла здесь, да? Вот звезда имитации этого самого зеркальных бумажек, наклеечек она кладет. Тайваньцы не догадались. Вот, собственно, и тут только появляется ванна, какие-то мелкие тут детальки. Не совсем понятно вот это обозначение, то есть не совсем знакомо, что это тут означает. По-моему, ничего особенного, но придется разбираться, потому что пиктограммы не совсем знакомые. Значит, ванна с подсборочками каким-то. Тут вот у нас отсек мехвода. Я так понимаю, касательно интерьера, вот некоторые детали только по мехводу присутствуют у нас, то есть какие-то тут минимальные приборы, кресла там его, то есть, ну, судя по всему, что, собственно, можно было открыть люк, там посадить мехвода, что-то там было видно. В остальном, я так понимаю, интерьера в наборе нет, то есть никакого там десантного отсека и прочих отделений, ничего от этого не показано. Что-то тут по ванне делается, потом под сборки ходовой крепится на ванну, вот, собственно, у нас тут тонкие моменты они увеличивают, показывают отдельно, в принципе, такая забота радует. Что-то надо отскоблить, какие-то мелочи, видимо, там для установки. Вот еще подсборка с другой стороны, вот еще детали ходовой пружины. Ну, понятно, ходовая тут никакая не рабочая, все нормально. Ну, еще из таких деталей можно сказать, что насколько я вроде как вижу, подвижной поворотными оси передние, там одну или две, скорее всего, вроде как сделать не удастся. По крайней мере, нигде в инструкции я упоминаний не нашел, что можно сделать поворачивающиеся колеса. Но это тоже как бы минус. Ну, что поделать. Что есть, то есть. Значит, дальше переходим к задней рампе, я так понимаю, отсека десанта. Вот какие-то у нас мелкие подсборочки.
частично фототравление. Вот, кстати, можно заметить, что шанец, замки фототравленные для него ставятся. И задняя вот эта вот стенка с рампой ставится стыкуется с ванной. Соответственно, вот видно, что они дают опцию на открытую рампу. Ну, что, конечно, не особо имеет смысла, так как интерьера десантного отсека, собственно, в модели нет, поэтому эту огромную рампу, наверное, как-то смысла открывать прям большого нет. Потом появляются вот эти мини-юбки для колес, колеса уже ставятся, ну, колеса как бы можно всегда снять потом, в случае чего, и тут уже, в принципе, сборка корпуса подходит к концу. Они вот предлагают, значит, полностью вот эти крупные подсборки сразу ставить на собранную, по сути, ванну полностью. Вот так их цеплять. Ну, это кому как нравится, да, кому-то нравится сначала склеить всю коробку, потом уже мелочевку ставить. Но вот инструкция нам говорит вот так. Вот опять какие-то мелочевки тут показаны, как что-то, видимо, тонкие моменты. В принципе, радует, что такие вещи есть. И вот дальше у нас полностью начинается часть вооружения башни. Башня, значит, в наборе верхней частью в одну деталь. Собственно, вот пушка, пулемет. Ну, металлических стволов никаких нет, но, в принципе, стволы, что пулеметы, я так понимаю, спаренного, что орудия, они небольшие, по-моему, там, в принципе, никаких таких лишних стволов образоваться не должно. Тут появляется много травления, вот они его даже цветным образом отметили. Некоторые детали, конечно, забавные. Вот это вообще не совсем понимаю, что это такое, что очень интересной формы травленная деталь у нас на боковину башни куда-то там вставляется. Даже хочется вот понять, что это такое. Ну, она ставится вроде как опциональная. Тут сложная схема, тут прямо даже углы сгиба указаны, что куда. Так что это, конечно, повозиться придется. Но при этом, конечно, шансов особо понять, что эта деталь обозначает, у нас нет. Значит, башня, значит, дополнительные броневые панели, там тонкие моменты с фототравлением кое-где показаны, прям отдельными какими-то маленькими 3D-рендерами, фотографиями, не знаю, вот здесь тоже. Вот здесь, в частности, показан у нас люк, то есть люки, я так понимаю, скорее всего, оба можно открывать, и даже нам дали маленькую фоточку внутренности люка, то есть мы сами его не разыскиваем, а вот видим точно, что у нас вот демпфирующая вот это, для головы вот это вот, скажем так, нашлепка и цвет запоров виден. В принципе, такое внимание деталей в инструкции, оно приятно, тем более, что инструкция цветная, и сразу можно понять, какой цвет на прототипе был. Потом появляется у нас забашенная корзина, ну тут как бы спорно, наверное, потому что, как видно, что забашенная корзина, она прям несколько слоев собирается, такой вот сэндвич, то есть каждая, собственно, вот это вот ребро, прут этот вот самый, да, отдельными деталями данные, они как бы между собой скрепляются. Ну, не совсем понятно, вроде бы как бы, тем более это пластик, теоретически вроде такие детали сейчас умеют отливать и в одну деталь, ну, вот они сделали так. Тут поэтому много всяких примечаний, как что это правильно сделать, так что, ну, как сделали, так сделали. Конечно, радует, что много примечаний, но с другой стороны, почему-то сразу не сделать в одну деталь, чтобы все эти многочисленные примечания не были нужны. Соответственно, потом ограждение этой забашенной корзины, я так понимаю, в основном полностью из фототравления сделано, много про это фототравление здесь всячески указывается. И вот, собственно, у нас еще есть маленькая под фотография люка, я так понимаю, мехвода, вот он здесь ставится, то есть его внутренность тоже показана, как он внешне выглядит, как он внутри выглядит. Его можно сделать открытым, ну так как небольшой интерьер для мехвода дан, то в принципе открытым его можно сделать, даже и без, собственно, самого мехвода. Ну и вот тут какие-то мелкие пояснения, что куда там, как, и вот башня стыкуется с корпусом, и вот на этом этапе они только вот эти крупные броневые панели предлагают состыковать, собственно, с боковинами ванны. Они идут отдельными деталями. И в конце у нас как-то начинается царство фототравления целое. Это, видимо, где начинается ставиться всякая мелочевка на борта. Тут прям куча, целая страница посвящена какому-то вдумчивому сгибанию, ну, я так понимаю, каких-то не корзин, а как это даже назвать, решетчатых каких-то держателей, наверное, под всякий скарб. Но вот что-то похожее, по-моему, было на страйкерах американских, тоже на боковинах такое ставили, там на него навешивали обычно всякий скарб, который ехал снаружи. Вот тут прям этого много, тут какие-то и трубочки, и что тут только нет. Ну, то есть, прям с фототравлением мы за эти деньги развлекаемся вдоволь. Кстати говоря, по скидке набор достаточно дешево вышел, то есть, вот конкретно мне удалось каким-то
дешевле даже 2000 его вот зацепить, но в принципе за 2000 его можно купить, то есть для такого количества, скажем так, допов, ну 2000 это достаточно смешная цена, да, потому что цена средней звезды, да, которая вообще без каких-либо допов идет, поэтому... Собственно, ценник была одна из основных причин, почему я решил такую экзотику взять. В общем, куча всего тут, да, equipment rack, да, то есть, ну, решетка под снарягу, короче, это можно перевести, по сути говоря. Держатель и решетка под снарягу, то есть, может быть, откинутым, собственно, или закрытым и так далее. Ну, скарба, кстати, вроде какого-то особо в наборе не дается, чтобы на эту самую решетку цеплять, так что, ну, такое, либо какие-то еще допы искать, либо уж там закрытые делать. Ну, прям вот куча, целый разворот посвящен фактически этим вот решеткам. То есть, прям они копийно их постарались сделать. И последний, самый финальный лист, можно увидеть, что показаны артикулы модификации этого же набора, то есть у нас 7, значит, а еще, собственно, 3 целых варианта. 33, 34, 37 есть, там различные вариации. И идет перечисление красок, достаточно большое такое обширное перечисление. Не совсем я тут, правда, понял некоторую логику, то есть вроде бы сначала идет перечисление всех красок, насколько я понял, причем идет на Mr. Color, насколько я помню, на акрил, по-моему, на водорастворимый акрил, если я ничего не путаю, все время путаюсь в красках ганзы. На АК идут краски, но не все, кстати говоря, на некие Mission Models, даже не знаю, в продаже у нас в России никогда не видел Mission Models'ских, и на Tamiya. Но вот, как ни странно, полный набор красок идет только на Mr. Color. На остальные варианты как бы вот кое-какие пропущены. А вот дальше еще идут 3 таблички, где написано, что корпус, тестовый город, ну, сити, там, я не знаю, городской камуфляж, наверное, и стандартный камуфляж 2011 года. То есть, судя по всему, вот, наверное, подразумевается, что вот эти цвета это для всех машин. Кстати, огромное количество цветов на БТР, на самом деле, вот их прям тут дофигища. Видимо, вот эти это для разных вариантов камуфляжа, наверное, то есть для стандартного камуфляжа, для старого стандартного, для городского камуфляжа. Но при этом мы закономерно переходим к цветной вкладке и видим, что цветной вкладкой окраска нам дают, в общем, только 2 варианта на эту машину. Это, соответственно, стандартный камуфляж, ну, я так понимаю, строевых машин, крупнопиксельный. Соответственно, ну, так даже можно, в принципе, сопоставить, да? Ну, вот эти моменты, они одинаковые, да, то есть вот этот камуфляж, это вот этот камуфляж, а вот эти, получается, вариации даны, ну, как бы для самостоятельного изучения, скажем так, наверное. Вот этот, ну, как бы даже не совсем понятно, ладно. Крупнопиксельный камуфляж. Ну, пиксельный камуфляж, он, конечно, прикольный, очень для современной техники. Выглядит очень, конечно, круто так, знаете, будущее какое-то киберпанком каким-то начинает веять. Ну, конечно, клеить на сильно такую рельефную модель, хотя не то, что прям очень сильно рельефная, тут много как бы, вроде как бы таких ровных поверхностей, но все равно как бы эти квадратики вырисовывать, это серьезная работа с масками, прям серьезная. То есть уже никаким аэрографом там одним не обойдешь, там уже прям нужно где-то квадратики вырезать, там накладывать, ну, как бы, зато результат прикольный. Хотя, конечно, это тяжело. А вот второй вариант у нас, если, кстати говоря, стандартный камуфляж во всех возможных проекциях, да, он очень крупно, красиво, то есть тут и со всех боков, и спереди, и сзади, и сверху, и вообще во всех видах все видно, что, в принципе, логично, так как, ну, пиксели, они как бы сложные, они как бы требуют, в принципе, того, чтобы было на что ориентироваться. И второй камуфляж, камуфляж окраска для учения 2019 года, она вот просто бежевая, такая очень простенькая. Соответственно, она не сходится, кстати, ни с одним вариантом, который у нас даны в инструкции. То есть, получается, если так подумать, цветная вкладка нам дает 2 варианта, а плюс инструкция нам дает еще плюсом сколько? 3 каких-то варианта нам дает, вроде как. Еще. Ну, по этим вторым 3 вариантам нету схемы, ищите сами. Ну, интересный такой подход, но все равно в любом случае уж 2 варианта нам дали во всех подробностях. Так, в общем, с этим можно закончить и пластик перейти смотреть. Значит,
Что по пластику, значит, ванна корпуса в одну деталь, рельеф у нее сложный, особенно днище, рельеф, детализация днища в принципе есть. Не сказать, что, ну, я не знаю, насколько она там копий, не копий, но главное, что она есть вообще очень сложной формы. Видимо, за счет этого как бы какой-то поведенности и скрутки ванны у нас нет, она все такая очень жесткая, крепкая. Видно, что скусано слитников прямо на заводе, скусано вроде аккуратно, то есть не отломали. Но, впрочем, вот эти все части, они все равно будут бронепанелями закрыты. Они гладкие, без рельефа, что и логично. Ну, вот такая вроде неплохо отлитая, на первый взгляд, ванна. Угу. Так. Смотрим пластик. Крупные детали. Значит, что у нас? Броневые все панели. Очень много панелей накладывается непосредственно к ванне. Там прикладывается. Вот видно, что на верхних поверхностях, то есть воспроизведено антислип покрытие противоскользящее, то есть такое рельефное. Видно, что они его прям сделали специально. На остальных, как бы, ну, тут мелочевки, всякие рулевые колеса, мехводы, там еще куча всего. В принципе, все вроде без облоя, понятное дело, ну и набор достаточно свежий, каких-то утяжен тоже на первый взгляд не видно, толкатели все вроде как с внутренних сторон, ну, как, в принципе, для нормального современного производителя 20-х годов, как бы, это все уже скорее стандарт. Шансовый инструмент тут также есть, ну, в принципе, все выглядит красиво. Так, второй крупный литник. Да, пакеты уже были вскрыты, но такое. В общем, такой литник с деталями башни. Башня полностью отлита в одну деталь. Ну, как в смысле, в одну верхнюю часть ее в одну деталь. Отверстие под перископ, прозрачный пластик, люки. Все это можно днище башни отдельно, что логично. Ну, это панель, собственно, куда эта башня крепится, собственно, плита. Что тут можно еще сказать? Вот этот литник, ну, немножко изогнут, видно по нему. Вообще, в принципе, коробка, можно сказать, это по литникам было производителем подобрано прямо впритык. То есть там самый крупный литник, я его потом покажу, он буквально вот по габаритам коробки еле туда входит. Может быть, даже чуть-чуть не входит. Так что это, конечно, довольно забавно. Но я надеюсь, каким-то плачевным изгибом это не привело. Что тут еще можно сказать из интересного? Вот ствол пушки, да, как раз автоматической. Видно, что здесь вот рамка заканчивается, то есть, скорее всего, многоразъемность применялась. То есть, некоторое отверстие в стволе, оно есть. Ну и, соответственно, вот ствол пулемета спаренного, ну, настолько мелкий, ну, вроде бы какое-то углубление там воспроизведено, в принципе, его, наверное, можно углубить. Вот ствол набашенного пулемета, уж не знаю его наименования, у него, конечно, ствол настолько тонкий, что разобрать, если там какое-то углубление или нет, сложно, но в принципе это значит, что скорее всего оно и не видно будет на готовой модели. Но типа что-то многоразъемности они здесь старались применять. Вот детали вот этой, собственно, забашенной корзины. Вот эти детали, по-моему, в этом наборе не используются группные. Дымовые гранатометы тоже не помню, используются или нет. Вроде, наверное, да. Ну, какие-то панельки тут броневые, мелочевка. Как бы ничего опять-то плохого сказать не могу. Вроде все прикольно, красиво. Про ствол сказал. И, собственно, вот крупная деталь — это вот типа маска, ушки. Ну и так далее. Еще, значит, самый крупный литник. Вот как раз литник, который еле влез в коробку. Он там уже как бы распирает эту коробку. И видно, что на нем уже, видимо, как раз из-за этой распорки получилось, что довольно-таки, ну, такой сильный изгиб. Вот в этой части это видно. Но вроде как бы, насколько я вижу, если смотреть, как изогнулся литник, то по идее к какому-то серьезному изгибу деталей вроде как это не должно было привести. То есть оно все как продольно расположено. Не думаю, что сильно повело, но в крайнем случае при установке на ванну крупные детали выправятся. Детали ходовой, тут много разного всего. Люки с антислип покрытием. Вот это, собственно, броневые эти панели, которые на бортах у нас будут. Вот в одну деталь практически верхняя часть корпуса. Тут единственная вот эта плита подбашенная будет. Какие-то люки тут
дополнительные над десантным, я так понимаю, отсеком. Ну, открывать их, наверное, смысла нет, но я думаю, наверное, теоретически можно. Еще какие-то броневые панели, много деталей ходовой части, всяческие вот там вот эти рычаги и так далее. Пружина не здесь, кстати, на другом литнике. Ну, в принципе, тоже как бы все вроде нормально отлито, ничего такого плохого сказать не могу. И финалочка по пластику, по непрозрачному пластику. Это у нас два литника с ходовой частью, абсолютно одинаковых. Соответственно, тут диски колес, юбки какие-то надколесные, вот эти пружины. Тут, кстати, тоже видно, что использовалась многоразъемность. Тут вот эти пружинные элементы, они сложной формы, особенно с верхней части. Вот видно, что вся пружина отлита в одну деталь, и вот эта верхняя часть тоже отлита в одну деталь. Это тоже довольно круто, прикольно, технологично. То есть экономит время, скажем так, моделиста, не надо все это из мелких деталей стыковать. Какие-то вот серьги дополнительные. В общем, куча деталей по ходовой части, которые, ну, чисто зрительно вроде бы отлитые. Ну, неплохо. Ничего плохого сказать о них не могу, а за пружины вообще респект. Так, и по пластику у нас тогда только прозрачный пластик остается. Частично он там, по-моему, не используется, но, в принципе, его довольно много. То есть всяческих перископов вот так вот у нас много. Очень, слава богу, у нас производитель нам там не стал экономить и не заставляет моделиста потом лаками, красками и DVD-дисками это все симулировать. Светительные тут приборы какие-то, вот эта часть, как это, судя по всему, прицел, но это, возможно, не от этой модели, не уверен, так как литник общий на несколько модификаций. Ну, в общем, все круто, что он есть. И, значит, что еще? Колеса машины. Гора литников, уже все сыпется со стола на самом деле. Колеса машины из резиноподобного пластика, но он такой, знаете, он не совсем как у звезды, как вот у звезды они практически как резина ощущаются, а такое немножко с большим пластик уклоном, но довольно мягкие. Ну, понятно, что без имитации провиса, как бы провиса нагрузки какой-то, да, нету. Тут как бы никаких альтернатив не дано. Маркировка мишленовская есть. Наверное, даже правильно написано, но я не помню, как мишленовское пишется наименование. Никакого стыка сверху, кстати, по протектору не идет. Вот колеса у нас в наличии. И финалочка по содержимому набора. Это, собственно, пакетик с допами в комплекте. Единственный пакетик, который сделан заклеивающимися, как у Такома, которого все так делается. Ну, хоть спасибо, хоть это так сделали. Я его тоже уже скрывал, поэтому тут без порядка все лежит так изначально. Да, вначале вот эта штука, я не знаю, это для меня что-то новое, я нигде такого не... Я не понимаю, что это такое. Это, честно говоря, выглядит как складная коробочка из картонки. Я не знаю, может быть, все это должно было в коробочке лежать, но они не стали сворачивать, то есть с какими-то прорезями, что. Может кто-то мне объяснит, что такое, я не знаю, может, какой-то держатель чего-то. Я не понимаю, что это такое, то есть что-то странное. Ладно. Какие-то маркетинговые материалы, что ли? Значит, ладно. И помимо этого, значит, в наборе у нас, как и Tamiya часто любит делать, Bully Caps, так называемые, полимерные, из полимерного материала шайбы под колеса, которые надеваются на оси, сверху колеса, и они на трении стоят, но как бы их можно сдергивать, ставить, когда хочешь. Очень прикольная такая мелочь, штука для удобства сделана. Детали из смолы. Кстати, в инструкции не обратил внимания, как они как-то акцентировали внимание на смоляных деталях. Потому что чисто зрительно не сразу поймешь, что тут и чего. Но, судя по всему, раз какие-то детали из смолы дают, то, наверное, они характерны конкретно этого прототипа с этих учений. Ну, в общем, надо будет разбираться, но прикольно, что они дают. То есть это действительно какое-то внимание к деталям, видимо, какой-то конкретный прототип этими смоляными деталями хотят симулировать. Значит, ход травления, собственно, как ожидалось, целых 3 платы. Большая часть, вот самая большая, я так понимаю, это, собственно, на вот этот держатель для скарба на бортах.
Тут, собственно, гнуть можно долго, интересно, упорно. Вот этот вот много веселых часов обеспечено, ну, как бы, зато оно есть, как бы, оно все в себестоимости набора и в ценник входит. Решеточки, собственно, несколько видов. Вот это в основном под забашенную корзину, и там еще под башню детальки, вот эта забавная деталь, которую я так и не понял, для чего она нужна. Ну и, собственно, там на двигательный вот это все, воздухозабор, выхлопы, решетки. И, собственно, что у нас финально здесь было, это в отдельном пакетике из кучи защит, тоже вполне себе по такомовски, по трампетеровски и так далее. По не нашему, да, по не нашему защищенная со всех сторон декаль. Ну, такая небольшая, в принципе, ну, тем не менее, дается, я так понимаю, какие-то серийные или там какие-то регистрационные номера на много, видимо, машин, я так понимаю, на кучу, возможно, даже какие-то там опознавательные вот знаки, какие-то вот, собственно, леопардик у нас тут, и иероглифы, и вот еще какой-то мелкий дополнительный листик. Тоже, видимо, что-то такое характерное, может для этого прототипа, может быть для чего-то еще. Красочных масок в наборе нету. Ну и, собственно, не спеша мы подошли к финалочке с набором. Вот такой вот тайваньский необычный набор от необычного производителя, но тем не менее радующий достаточно низкой ценой и при этом высоким таким содержанием допов в коробке и вроде бы прикольной детализацией.